Приветствуем вас, друзья, в эфире «Геоэнергетика Инфо». Я Светлана Пикта, и с нами на связи Борис Марцинкевич. Борис Леонидович, здравствуйте. Всем добрый день. Власти Эстонии призвали жителей готовиться к отключениям электричества на 72 часа после выхода Прибалтика из БРЭЛ. Как такое могло получиться? Ведь власти прибалтийских тигров утверждали, что БРЭЛ – это пережиток тоталитарного прошлого, и даже цены не вырастут. Что такое БРЭЛ? На мой взгляд, это было такое желание как-то поддержать прибалтийских политиков, потому что с технической точки зрения, как это было частью северо-западной объединенной энергосистемы Советского Союза, так и осталось. На самом деле, с той стороны, если мы говорим не о прибалтийских политиках, об энергетиках, вели они себя совершенно корректно. БРЭЛ, на всякий случай напоминает, Беларусь, Россия, Эстония, Латвия и Литва, собирались 2 раза в год, рабочий язык объединения был русский, собирались по кругу, то есть ездили по 5 столицам, выездные вот эти заседания правления. Работали вполне исправно, впятером поддерживали частоту, священные 50 Гц. Каждая из стран-участниц задержала в резерве 150 мегаватт мощностей на случай каких-то аварий, выхода из строя, погодных явлений и так далее, было, в принципе, достаточно удобно. Если говорить об Эстонии, то был момент, в течение 7 лет это была действительно независимая от России европейская страна, вот безо всяких шуток. Им хватало сланца не только на то, чтобы обеспечивать электроэнергией самих себя. Если посмотреть балансы перетоков, то в течение 6 лет они были положительными, то есть Россия получала электроэнергию из Эстонии. Это новая электростанция Адувера, там же, где Нарский эгресс, уже на деньги Евросоюза, и, как неудивительно, американские технологии, то есть грант был выделен, был проведен тендер, построили новую хорошую электростанцию. На энергосистеме России это отразилось. Связано это, опять же, с городом Санкт-Петербургом теперь. Санкт-Петербург обеспечивается электроэнергией за счет тепловых электростанций. И в зимнее время, в советские времена, когда все это планировали, все было достаточно аккуратно. В городе становится холодно, нужно больше тепла, поскольку станция комбинированная, идет дополнительная выработка электроэнергии. Вот эта электроэнергия, собственно говоря, в Эстонию уходила. До того момента, когда системный оператор в очередной раз попросил принимать электроэнергию и услышал спокойный эстонский корректный ответ: спасибо, не надо. Работает новая электростанция, все в порядке. Для нас это была проблема, потому что зима есть зима, отопительный сезон никуда деть нельзя. То есть, если вы хотите, чтобы была сбалансирована электрическая система, то у вас возникает проблема с тепловой. Если вы начинаете греть город, пригороды, то возникает вопрос, куда деть электроэнергию. Как ни странно, вот такое взаимодействие с Эстонией придало бодрости, и появились новые линии электропередач, связавшие объединенную энергосистему Северо-Запада и объединенную энергосистему Центра. В Эстонии действительно была экспансия после появления этой новой электростанции. Там одновременно проходили другие процессы избавления от излишков населения, промышленности и так далее. То есть хватало уже не только на себя, но и на Латвию. С Латвией симбиоз вообще получился весьма и весьма удачный. Более 30% электроэнергии, вырабатываемой в Латвии, это каскад гидроэлектростанции на реке Даугава. Ну и вот, соответственно, для того, чтобы зимой накопить электроэнергию, они получали электроэнергию из Эстонии. Летом рассчитывались киловатт-часами, аккуратно сбрасывали воду. В общем, все было достаточно хорошо до того момента, пока не начались вот новые чаяния и веяния. О выходе из состава БРЭЛ Прибалтика заговорила с момента вступления в Евросоюз 2004 года. Каждый год обещали. Но с технической точки зрения не самая простая ситуация. Дело в том, что если с объединенной энергосистемой России, с единой энергосистемой России, объединенная энергосистема Прибалтики синхронизирована, то есть, возможно, любые объемы перетоков, лишь бы соответствующие либо кабельные, либо воздушные соединения были, то, что касается Европы, здесь сложнее. Мы достаточно часто слышим такой затертый уже штамп со стороны и западных СМИ, и наших СМИ,
Прибалтика выходит из состава БРЭЛ для того, чтобы войти в состав Объединенной энергосистемы Союза. Звучит красиво, есть только одна маленькая деталь: Объединенной энергосистемы Европы не существует. На территории Европы 6 объединенных энергосистем. Наиболее крупная Нордел, по названию очевидно, о чем речь идет. Штаб-квартира находится в Осло, несмотря на то, что Норвегия в состав Евросоюза не входит, электроэнергетиков это все как-то мало волнует. Кто там куда входит, нам удобно, мы работаем. Польша и все, что южнее, это Объединенная энергосистема УЦТЕ, Объединенная энергосистема Европы, не Европейского Союза, туда входят и все постюгославские страны. То есть, опять же, политики политиками, у электроэнергетиков своя жизнь. С 2021 года, кстати, туда же входит еще и оставшаяся территория Украины. Действительно, синхронизация проведена. Можно все что угодно говорить по поводу Украины, но электроэнергетики там как работали, так и работают, если их не мобилизуют, конечно. Далее возник конфликт вокруг белорусской атомной электростанции, связанного в основном с действиями Литвы. Литва, подчиняясь требованиям, либо вы не войдете в состав Евросоюза, либо вы закрываете Игналинскую атомную электростанцию, послушались, закрыли, молодцы. Игналинская атомная электростанция обеспечивала полностью электроэнергией Литву, и 70% выработки уходило на экспорт. В 2022 году Латвия, Литва и Эстония прекратили закупать электроэнергию как у России, так и у Беларуси. Связано это было с тем, что за минувшее время действительно какие-то попытки объединения энергосистем с Нордел, это Финляндия, Швеция, и с УЦТЕ, это Польша, технически производились. Первый энергокабель по дну Финского залива между Эстонией и Финляндией лег в нулевые годы еще. Финны были уверены, что они будут поставлять свою электроэнергию, но та самая новая электростанция в Эстонии привела к некоему кульбиту. Это Эстония поставляла электроэнергию в Финляндию, достаточно неплохо на этом зарабатывала. Был проложен второй кабель, и мы увидели соединение Объединенной энергосистемы Прибалтики с Нордел. Для Объединенной энергосистемы Прибалтики в Европе придумали новое название – БАЛТСО. Балт, СО, не знаю, что такое СО, но вот им так нравилось. Никакого содержания за этими буквами не было, но постепенно добавлялись новые и новые соединения. Ну, вот такова география Прибалтики, изменить ее достаточно сложно. Нельзя синхронизироваться с двумя энергосистемами сразу. Значит, все перетоки, которые сейчас будут, вероятнее всего, продолжаться между, с одной стороны, Эстонией и Финляндией на севере, на юге, между Литвой и Польшей, Литвой и Швецией, будут идти через ставки постоянного тока. Это ограничение достаточно большие объемы, конечно, можно прокачивать, но отнюдь не бесконечные. То есть мы упираемся вот в технические возможности этих кабелей и, собственно, самой вставки постоянного тока. Летом этого года, как и положено по уставным документам БРЭЛ, за полгода все три прибалтийских республики сообщили правлению БРЭЛ о том, что они из него выходят. У нас было полгода на подготовку. Соответственно, диспетчерские управления как России и Беларуси отработали все режимы. То есть основная территория России, основная территория Беларуси, энергосистемы будут в полном порядке. Теперь откуда взялось вот это предупреждение премьер-министра Эстонии? Там не идет речь о том, что в обязательном порядке выключим, а о том, что возможно вот такие риски. То, что не покупали электроэнергию, это одно. То, что сняты резервы на случай аварии, это другое. И третий момент – необходимость поддержания частоты в сети теперь уже самостоятельными усилиями. Могут быть проблемы? Да, могут. То, что он по-честному это говорит, ну, ничего плохого в этом не вижу. Но проблема, которая возникла дополнительно не так давно, мы, если кто-то включал телевизор, видели лица наших дикторов, которые вежливо сообщали: вы опять будете смеяться, но на дне Балтийского моря опять оборвали кабель. Из двух кабелей между Эстонией и Финляндией сейчас работает один. Те тестовые испытания, которые в Прибалтике проводили, автономная работа без БРЭЛ, они были на тот момент, когда оба кабеля были в строю. И сейчас действительно возможны перебои. Превратятся ли они в блэкаут, заставят ли они ввести график аварийных отключений, сейчас сказать сложно, но
Если есть желание ставить эксперименты на себе, ну кто мы такие, чтобы этому возражать? Да, кстати, насчет урона Калининградской области, потому что вот эта часть... До 2018 года поставки электроэнергии с основной части России в Калининградскую область шли, но в 2018 году была объявлена операция «Чемпионат мира по футболу», и мы стали очень тщательно к этому готовиться. В Калининградской области работала только одна электростанция, достаточно крупная, построенная в нулевые годы, нет, даже в конце 90-х, по-моему, абсолютное безденежье, но там проезжал Чубайс. Можно к нему по-разному относиться, но Чубайс неизвестно откуда добыл деньги, и появилась новая электростанция. Так что вот есть, если прикладывать Чубайса в правильных местах, то от него даже польза может быть. Дальше было заявлено, что поскольку Калининград будет одним из городов, где будут проходить матчи футбольного чемпионата мира, Владимир Владимирович заявил, что нужно очень тщательно подготовиться, вдруг прямо во время матча погаснет свет. Поэтому к 2018 году было построено 3 новых газовых электростанции, резервная угольная. Резерв по мощностям в Калининградской области 110%. При этом, опять же, вот есть литовские политики, есть литовские энергетики. Необходимые, если возникает необходимость поставок электроэнергии, они идут совершенно беспрепятственно в соответствии со всеми договорами. Если необходимы поставки газа, они продолжаются. Договор о поставках газа в Калининградскую область заканчивался в 2015 году. Тогда шла первая волна антироссийских рестрикций, санкций и прочего-прочего, крымских, так скажем. Политики очень много слов произносили, раздавались гневные слова про колониализм, империализм, демократизм и что-то там еще. В это время литовские энергетики обнаружили, что да, договор заканчивается, но он может быть автоматически продлен на 10 лет, если у сторон нет возражений. И по соответствующим каналам в Москву ушел сигнал о том, что возражений нет. Литовские политики спохватились в 2016 году, договор был уже подписан. Газ идет совершенно спокойно. Литовских газовых дел мастеров понять можно. За транзит исправно платят. У них и хватает проблем в своей газораспределительной системе, от чего бы не зарабатывать деньги, чтобы держать ее в порядке. Ну, кроме того, в Калининградской области намывается подземное хранилище газа, именно намывается подземные пласты каменной соли. Роботизация, автоматизация, искусственный интеллект – это прекрасно, но для того, чтобы соль растворилась в воде, надо налить воду, подождать, пока растворится, откачать воду и так далее. Ничего здесь не меняется. Объем достаточно для того, чтобы Калининградская область в течение года чувствовала себя нормально. Терминал под прием СПГ построен. Регистрационное судно «Газпром» маршал Василевский приобрел еще 4 года назад, на тот случай, если у политиков в Литве опять какая-нибудь проблема произойдет. 2 года назад начал работать среднетоннажный СПГ-завод в Ленинградской области. Станция компрессорная так и называется. То есть в том случае, если по каким-то причинам газовый транзит через Литву будет прекращен, будет просто СПГ. Друзья, в очередной раз напоминаю о том, что полное название нашего канала – независимый аналитический онлайн-журнал «Геоэнергетика Инфо». И слово «независимость» после того, как была отключена монетизация со стороны Ютуба, для нас стало дорогим, ценным, близким. Для того, чтобы сохранять независимость, вы прекрасно понимаете, что в наше тревожное время необходимо прежде всего альтернатива, поиск спонсора, который будет задавать нашу новостную повестку, нашу, так скажем, стратегию и тактику, нам кажется не самым удобным, поэтому напоминаю о том, что нас можно видеть прежде всего в нашем телеграм-канале, где мы стараемся сообщать все новости, касающиеся нашей работы, наших новых проектов. Вы нас можете видеть на портале ВКонтакте, вы нас можете видеть в Дзене, вы нас можете поддерживать за счет того, что у нас имеется страница на Sponsor.ru. Все это будет в описании под этим моим кратким вступлением с напоминанием о том, что если вы хотите, чтобы
проект «Геоэнергетика Инфо» продолжал развиваться. Нам необходима ваша помощь и поддержка. Большое спасибо за внимание.